Гигантский лайнер – символ инженерного триумфа и роскоши, рассекает волны Атлантического океана. На борту около 2300 человек, от скромных иммигрантов до магнатов и знаменитостей. Для многих это путешествие станет последним. В апреле 1912 года «Титаник» столкнулся с айсбергом, унеся в пучину более 1500 жизней. Эта катастрофа изменила морскую историю, став символом человеческой уязвимости перед природой. Но сегодня речь пойдет не о той роковой ночи, а о том, что происходит с останками «Титаника» спустя столетия. На глубине почти 4 километра холодные воды Атлантики хранят обломки, которые продолжают раскрывать свои секреты. Экспедиция 2023 года, организованная РМС «Титаник Инс», принесла ошеломляющее открытие. Загадочные следы на морском дне, нетронутые артефакты, запертых каютах, необъяснимые звуки и исчезающие части корабля. Это руины не просто металл, а мемориал, который океан неумолимо разрушает. Крушение «Титаника» изменило морскую безопасность, но спустя 111 лет ученые вернулись к обломкам, чтобы задокументировать их состояние. Экспедиция 2023 года стала одной из самых технологически продвинутых. Глубоководные аппараты, оснащенные 3D-сканерами и гидрофонами, погрузились на 4 километра, где давление достигает 400 атмосфер. Температура едва превышает 1 градус, а свет не проникает вовсе. Цель миссии не только изучение, но и сохранение памяти о «Титанике». Обломки пожираются бактериями, обнаруженными в 2010 году, которые разрушают сталь, превращая ее в ржавые колонны. Ученые знали об угрозе, но масштабы разрушения оказались неожиданными. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте поставить на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие расследования. В июле 2023 года в порту Ньюфаундленда кипела работа. Команда РМС «Титаник Инс» готовила глубоководные аппараты, оснащенные камерами высокого разрешения, датчиками и дронами. Более сотни ученых, инженеров и техников проверяли оборудование, чтобы обеспечить успех недельной миссии. Глубина в 4 километра требовала высочайшей точности. Аппараты должны были работать автономно, питаясь от мощных батарей, освещая тьму и фиксируя данные в экстремальных условиях. Руководил экспедицией Пол Стоктон, ветеран подводных исследований с 20-летним опытом, который участвовал в съемках «Титаника» для документальных фильмов. Его репутация была безупречной, несмотря на мелкие инциденты с оборудованием в прошлом. Стоктон также выступал в суде, защищая научный подход к сохранению артефактов, подчеркивая угрозу бактерий и коррозии, которые ранее недооценивали. Команда состояла из американцев, британцев и французов, среди которых выделялся океанограф Роберт Баллард, первооткрыватель обломков в 1985 году. Биолог, который изучал глубоководные бактерии, и историк, специализирующийся на артефактах 1912 года. Аппараты оснастили дополнительными гидрофонами для записи звуков, что стало новшеством. Погружения задержали из-за погоды, но атмосфера оставалась оптимистичной. Ученые знали о коррозии и бактериях, но доверяли технологии. В прессе обсуждались риски, включая военные зоны Атлантики и ускоренное разрушение обломков. Однако организаторы были уверены, дублирующие системы и передовые сканеры обеспечат безопасность и успех. Экспедиция обещала стать прорывом в изучении «Титаника». Август 2023 года. Глубоководные аппараты начали спускаться к обломкам «Титаника». На борту базового корабля ученые следили за экранами, где в реальном времени отображались данные с камер и датчиков. Атмосфера была напряженной, но с ноткой воодушевления. Миссия считалась одной из самых амбициозных за последние годы. Аппараты, несмотря на свою мощь, имели ограничения. Батареи позволяли работать лишь несколько часов на глубине, а скорость не превышала 5 узлов.
Давление течения и ил создавали угрозы, а потеря связи или столкновение с обломками могли сорвать миссию. В 2022 году одни из дронов уже застряли в иле, что напоминало о хрупкости технологий на такой глубине. Команда поддерживала моральный дух. В рубке стояла модель «Титаника». Ученые пили кофе и обсуждали находки. Пол Стоктон, руководя миссией, оставался хладнокровным, сосредоточившись на безопасности и данных. Его опыт внушал уверенность, хотя некоторые ученые волновались из-за слухов о бактериях и следах на дне. Биолог, изучавший эти бактерии, привез пробы и дополнительные датчики, надеясь раскрыть новые детали. Первые дни прошли без крупных открытий. Течение мешало сканировать, а датчики иногда давали сбои. Однако настрой команды оставался рабочим, и все ждали момента, когда аппараты достигнут ключевых обломков. На третий день экспедиции удача улыбнулась команде. Аппарат заметил борозды на морском дне, следы, которые могли быть связаны с деятельностью бактерий или движением обломков. Пол Стоктон приказал сканировать, но не трогать, экономя ресурсы для более значимых находок. Камеры зафиксировали цепочку борозд, а анализ подтвердил их необычность. Это стало первым успехом миссии. Хотя данные были скудные из-за ила и слабой мощности гидрофонов. Вскоре дрон обнаружил запертую каюту с нетронутыми артефактами, включая чемодан. Стоктон решил не поднимать его, опасаясь разрушения под давлением. Вместо этого команда детально просканировала объект, добавив данные в отчет. Эти находки оживили команду, но вызвали споры. Некоторые ученые настаивали на подъеме артефактов, но Стоктон был непреклонен, ссылаясь на риск их утраты. Историк в команде отметил ценность находок, подчеркивая их связь с пассажирами 1912 года. Биолог, напротив, сосредотачивался на следах бактерий, которые могли указывать на ускорение разрушения. Данные передавались в базу, но ограничения аппаратов, низкая скорость и перегрузка систем замедляли процессы. Команда понимала, что каждая минута на глубине на счету, а океан не ждет. Эти первые открытия задали тон миссии, показав, что «Титаник» все еще хранит тайны, но их сохранение требует невероятных усилий. Бактерии, открытые в 2010 году, стали главным врагом «Титаника». Эти микроорганизмы питаются сталью, образуя ржавые колонны, которые разрушают корпус корабля. К 2023 году ученые знали об их активности, но экспедиция показала, что процесс идет быстрее, чем ожидалось. На четвертый день миссии аппараты зафиксировали новые колонны бактерий и потерянный багаж, что подтвердило ускоренное разрушение. Пол Стоктон решил продолжить сканирование на своей части корабля, где концентрация артефактов была выше, несмотря на низкий заряд батарей и сложные условия из-за ила. Это решение вызвало споры. Некоторые ученые предлагали сосредоточиться на уже обнаруженных объектах, но лидер настаивал на полном обзоре. К вечеру четвертого дня поступили данные о странных звуках, исходящих от обломков. Гидрофоны зафиксировали стук, который мог быть связан с движением конструкции или бактериальной активности. Стоктон выступил перед командой, призывая сохранять спокойствие и закрыть лишние каналы связи, чтобы снизить шум. Биолог, который изучал пробы, отметил, что бактерии создают не только физические, но и акустические следы, что усложняет анализ. Ученые начали осознавать, что океан не просто разрушает «Титаник», он переписывает его историю. Несмотря на успех, атмосфера в команде становилась все более напряженной, а угроза потери данных нарастала. Пятница стала переломным моментом. Утром ил рассеялся, и аппараты продолжили сканирование. Внезапно дрон заметил герметичную бутылку с бумагой внутри. Редкую находку, учитывая 111 лет, под водой. Пол Стоктон скорректировал траекторию, чтобы детально изучить объект. Сканеры показали свечение на экране, что вызывало ажиотаж в рубке.
Команда застыла, осознавая масштаб открытия, однако сигнал переполнил буфер данных, и система начала давать сбои. Вскоре дрон зафиксировал еще одну находку – редкие предметы в каюте, но из-за скорости и давления поднять их было невозможно. Ученые в панике бросились к консолям, пытаясь сохранить данные. Стоктон пытался остановить сканирование, чтобы обработать информацию, но аппараты не реагировали. Дрон удалялся от цели, а шумы мешали точной фиксации. Океанограф в команде уверял, что следы не угрожают миссии, но данные показывали обратное. Части корпуса исчезали на глазах. Биолог, работавший с пробами, метался между анализом колонн и новыми находками. Историк, осознав масштабы разрушения, призвал сохранять копии данных. В рубке царил хаос. Системы перегружены. Некоторые файлы терялись из-за сбоев. Этот момент стал кульминацией экспедиции, показав, насколько хрупким является баланс между технологиями и природой. Через 15 минут после фиксации бутылки ситуация вышла из-под контроля. Данные заполняли базу с огромной скоростью, но многие артефакты разрушались прямо во время сканирования. Пол Стоктон, стоя у экрана, осознал, что руины Титаника исчезают быстрее, чем ожидалось. Он отдал приказ перекрыть шумы, но это не помогло. Историк и биолог пытались спасти ключевые файлы, но часть данных были утрачены из-за перегрузки. Одни из специалистов, которые работали с архивами, столкнулись со сбоем, когда файл анализа сорвался. Дрон фиксировал новые звуки, но ил мешал получить четкие сканы. Команда видела, как обломки погружаются в пучину, уносимые бактериями и временем. Паника нарастала. Ученые понимали, что подъем артефактов невозможен из-за их хрупкости и давления. Историк, который сохранил фото редкого медальона, пытался обработать данные, но носовая часть корабля уже утопала в иле. Биолог потерял одну из проб бактерий, а вторая оказалась поврежденной. Стоктон, несмотря на опыт, не мог остановить разрушение. Команда наблюдала, как Титаник растворяется. Этот хаос показал, что даже передовые технологии не могут противостоять океану, который забирает историю, не оставляя шансов на спасение. Через 25 минут после начала хаоса миссия завершилась. Аппараты передали сигнал окончания, но из тысяч потенциальных артефактов удалось задокументировать лишь несколько десятков. Колонны бактерий и ил поглотили многое, а часть данных была потеряна из-за сбоев. Пол Стоктон отправил отчет спонсорам, сообщив о загадочных находках, но успех миссии омрачался масштабными разрушениями. Историк сохранил ключевые файлы, включая фото бутылки и медальона, но многие артефакты остались лишь на сканах. Биолог передал пробы в лабораторию, но одна из них была утрачена. Команда измотанная молчала, осознавая, что Титаник ускользает навсегда. Организаторы получили данные, но публикация была отложена из-за споров о правах на артефакты. Предыдущие частные экспедиции, поднимавшие предметы, вызвали протесты родственников жертв, что осложнило работу. Лаборатория начала анализ, но температура океана и бактерии сделали свое дело. Многие находки были необратимо повреждены. Уцелевшие данные показали 3D-модель обломков, но ее очертания были размыты. Экспедиция выявила не только новые артефакты, но и масштабы разрушения, которые потрясли ученых. Титаник, как мемориал, оказался под угрозой полного исчезновения. После экспедиции Пол Стоктон стал мишенью для критики. Спонсоры обвиняли его в недостаточной подготовке, хотя комиссия подтвердила, что он действовал на основе доступной информации. Стоктон знал о следах и бактериях, но не получил от власти дополнительных ресурсов. Его решение замедления аппаратов и фокус на новой части были логичными, но не спасли миссию от потерь. Команда, несмотря на разочарование, сохранила часть данных, включая уникальные сканы. Биолог и историк продолжают работу, но утрата проб и файлов оставили горький осадок. Стажер, помогавший с датчиками, чудом сохранил свои записи, став одним из героев миссии. Общественный резонанс был огромным. Пресса обсуждала находки, но акцент сместился на разрушение Титаника. Ученые признали, что бактерии и
давление действовали быстрее, чем предполагалось. Споры о подъеме артефактов разгорелись с новой силой. Родственники жертв требовали оставить обломки как мемориал, а частные коллекционеры видели в разрушениях шанс для черного рынка. Экспедиция 2023 года стала повторной, показав, что время для спасения «Титаника» истекает. Ученые начали готовить новые миссии, но с учетом уроков технологии должны быть еще надежнее, а подход более осторожным. В конце 2023 года Пол Стоктон вернулся к подводным исследованиям, но крупные экспедиции больше не возглавлял. Его проекты стали скромнее. В одной из миссий данные вновь были утрачены из-за бактерий. Стоктон вышел на пенсию, оставив наследие опытного, но травмированного лидера. Его преемник, который координировал следующую миссию, столкнулся с похожими проблемами и также ушел в отставку. Океан, словно получивший карт-бланш, продолжал разрушать «Титаник». Прогнозы ученых мрачные. В будущем бактерии и давление сотрут обломки, не оставив ничего, кроме памяти. Артефакты, незадокументированные, вовремя исчезнут навсегда. «Титаник» остается символом человеческих амбиций и уязвимости. Экспедиция 2023 года показала, что даже передовые технологии не могут остановить природу. Ученые продолжают борьбу за сохранение наследия, но океан диктует свои правила. Новые миссии планируются, но их успех зависит от скорости и ресурсов. История «Титаника» учит: время неумолимо, а память требует усилий. Какие тайны обломков волнуют вас? Делитесь в комментариях и следите за новыми открытиями океана.